Астероиды, невидимые, но опасные. Движутся по той же орбите, что и Венера, и наши телескопы просто не способны их обнаружить. Угроза реальна. Если один из этих объектов устремится к Земле, мы все окажемся обречены. Хотя, может быть, в той не столь далекой, но все же относительно близкой полосе пространства, по которой вращается Венера, может быть сотни астероидов, которые мы никогда не замечали. Они могли бы сейчас обходить Солнце прямо за этим моментом, но оставаться полностью скрытыми от нас. Проблема — их положение. Так как они ближе к Солнцу, чем Земля, мы можем искать их, лишь направляя наши телескопы почти прямо к Солнцу. Любой свет, который они отражают, поглощается яркостью Солнца. Так что они фактически исчезают на фоне блика. Эти объекты не являются частью главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Они гораздо ближе, проходят через внутреннюю часть Солнечной системы. Они перемещаются в так называемом резонансе 1:1 с Венерой. Это означает, что они обращаются вокруг Солнца с почти тем же периодом, что и планета. Это делает их венерианскими коорбитальными астероидами. Камни, которые вращаются вокруг Солнца, в той же области, что и Венера, а не по собственной, отдельной траектории. Теперь ученые используют компьютерное моделирование и долгосрочные симуляции, чтобы понять, как эти скрытые астероиды ведут себя и угрожали бы ли они Земле. Результаты не утешают. Орбиты этих астероидов нестабильны. Их траектории со временем изменяются, и примерно каждые 12 тысяч лет вся их орбитальная конфигурация может измениться. Астероид, который держится близко к Венере тысячелетиями, в конечном счете может удалиться от нее и приблизиться к орбите Земли. У Юпитера есть своя собственная группа коорбитальных астероидов, которые называют троянами, но они гораздо устойчивее, и планета так далеко от нас, что даже нестабильные не создавали бы проблем. Коорбитальные Венеры отличаются. Они близки, и их орбиты могут меняться настолько, что некоторые из них в итоге могут пересечь путь Земли. Так что хотя эти астероиды сейчас невидимы для нас, модели показывают, некоторые из них могут однажды приблизиться достаточно близко, чтобы представлять реальный риск для нашей планеты, даже если этот риск возникнет через тысячи лет. И что еще хуже, ученые считают, что небольшое число коорбитальных Венеры астероидов, которые мы уже обнаружили, лишь крошечная часть того, что на самом деле существует. Они предполагают, что большая часть этой популяции остается полностью незамеченной. Некоторые из скрытых объектов могут иметь ширину почти 300 метров. Такой астероид достаточно велик, чтобы оставить кратер диаметром около 2-3 метров в случае удара по Земле. Ох, черт. Удар такого размера высвободил бы энергию, равную сотням мегатонн, что стало бы причиной масштабных разрушений в густонаселенном регионе. Астероид столкнулся бы с планетой с огромной силой, превращая твердую горную породу в пар. Все и каждый, кто был бы достаточно близко, чтобы увидеть удар, не выжил бы. Земля вокруг кратера была бы покрыта раскаленной пепелью, зазубренными обломками и обломками. Трава, деревья и кустарники вокруг места удара вспыхнули бы. Но это еще не самое худшее. Столкновение вызвало бы цепь природных катастроф, таких как цунами и землетрясения в зависимости от региона. Небо стало бы почти полностью черным из-за вскипевшего пепла в воздухе. Он бы блокировал солнечный свет, дождевые воды стали бы крайне кислыми. Пожары продолжались бы с очередью токсинов, опасных для озонового слоя. Защита Земли от солнечного излучения и тепла ослабла бы. Хотя люди, вероятно, выживали бы, качество жизни резко ухудшилось бы, и никто не знает, как долго это длилось бы. На данный момент найденные коорбитальные Венеры-астероиды имеют одну общую черту. Они следуют вытянутым орбитам. Их эксцентриситет выше 0,38. Эксцентричность — это мера того, насколько круглая орбита. Значение 0 означает идеальный круг. Орбита Земли имеет эксцентриситет 0,17, то есть почти круг.
Чем выше число, тем более овальная форма. И поскольку эти известные астероиды следуют по длинной, вытянутой траектории, они могут удаляться от Венеры и приближаться к Земле. Когда это происходит, мы иногда можем их заметить в сумерках, когда Солнце ниже горизонта, но все еще ярко освещает близкие объекты. Ученые хотели понять астероиды, которых мы еще не видим, особенно те, что имеют более круглые орбиты. Они запустили симуляции, чтобы исследовать, как такие астероиды с меньшим эксцентриситетом могли двигаться, угрожали ли они Земле в ближайшем будущем, и сможет ли новая обсерватория Вера Рубина обсерватории, самой большой когда-либо созданной астрономической камерой, увидеть их. Результаты дали тревожный сигнал. Даже некоторые орбиты с низким эксцентриситетом могли нести долгосрочную угрозу Земле. Еще хуже. Обзор Вера Рубина сможет видеть эти объекты лишь в короткие окна наблюдений в определенное время года. Это означает, что многие из них все равно могли бы проскользнуть незамеченными. И это создает реальную проблему для планетарной защиты. Трудно готовиться к опасности, если ее не видно заранее. Один из способов исправить этот пробел – разместить космическую обсерваторию вблизи Венеры или даже на той же орбите, чтобы она могла напрямую наблюдать этот регион. Миссия НАСА по обнаружению ближайших к Земле астероидов NEOSynver также могла бы помочь, изучая внутреннюю часть Солнечной системы, где скрываются эти объекты. В итоге ученые считают, что наземные обзоры, подобные обсерватории Рубина, поймают часть этих астероидов, но не всех. Чтобы составить полную карту популяции коорбитальных Венеры астероидов, нам нужна специальная космическая миссия рядом с Венерой. Сейчас астрономы идентифицировали лишь 20 коорбитальных Венеры астероидов. Все кроме одного, и имеют эксцентриситет выше 0,38. Эти вытянутые орбиты отдаляют их от Солнца, и земные телескопы имеют шанс их заметить. Но должно быть намного больше астероидов с более кругими траекториями, которые держатся ближе к солнечному блеску. Так что если мы когда-нибудь увидим гостя из Венеры, когда он уже приближается к Земле, что же мы будем делать? Можно, конечно, запустить кучу ядерных зарядов по астероиду. Если бы мы смогли просто раздробить его на куски, пока он еще далеко, обломки распылились бы по космосу и не стали бы проблемой возле Земли. С другой стороны, что если взрыв непреднамеренно изменит траекторию астероида и часть обломков полетит к Земле? Это реальная возможность. Или можно мягко сместить его с курса в сторону Земли, но это сработало бы лишь в том случае, если видно точно вес астероида. Не зная его массы, космические агентства не смогли бы спроектировать точную миссию по отклонению от курса. Теоретически можно отправить разведывательный космический аппарат заранее, что-то, чтобы приблизиться к астероиду, измерить его и определить наилучший способ оттолкнуть его. Но что, если времени не хватит? К моменту сбора всех необходимых данных и постройки нужного оборудования слишком поздно было бы перехватить астероид. К слову, у НАСА есть некоторый опыт в защите от астероидов. В 2022 году они достигли прорыва своей миссии двойного перенаправления астероидов, или DART – Double Asteroid Redirection Test. Эта миссия была направлена на доказательство того, что люди могут физически изменить траекторию астероида без использования взрывчатки. НАСА запустила небольшой космический аппарат в ноябре 2021 года и после почти года в пути столкнулась головной частью с небольшим астероидом по имени Дифмос Диморфос на скорости около 14 тысяч миль в час. Идея была проста. Если ударить астероид достаточно сильно, можно слегка поменять его орбиту, чтобы в будущем он прошел мимо Земли. И она действительно сработала. Испытание показало, что даже относительно небольшой космический корабль способен значительно повлиять на траекторию астероида. Теперь Европейское космическое агентство хочет дважды проверить, насколько сильно этот удар повлиял. В октябре 2024 года
Они запустили последующий космический аппарат под названием Гера из Кап-Канаверала во Флориде. Гера отправлена в путь на 2 года, чтобы добраться до пары астероидов Дидимос и Диморфос и начать сбор данных, по сути, проверяя расчеты НАСА. Ученые ССА надеются, что как только они проанализируют место удара, они узнают, насколько эффективна была ДАРТ в изменении траектории астероида. В любом случае, защита планеты должна думать о множестве способов защитить планету от опасных астероидов. Она должна также серьезно учитывать вещи, которые мы еще не видим. Дорогие друзья, если вам понравилось данное видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До свидания.